Узнаете этих двух товарищей? Да-да, это Владимир Ильич Ленин и Карл Маркс. Вот такие два памятника встретим нас в городке Гельзенкирхен. И снова здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики и просто случайные гости моего канала. Сегодня мы посетим замок Орст в городке Гельзенкирхен. Это расположен район Орст или Хорст по-немецки, города Гельзенкирхен, и там расположен одноименный замок. А памятник Марксу и Ленину здесь стоит, потому что здесь расположен штаб марксистско-ленинской партии Германии. Но мы идем не смотреть на Ленина с Марксом, а идем в замок Хорст. Мы были там 3 октября. Это был день немецкого единства, то есть это был праздничный день, а в замке проходил большой музейный праздник. Мы не знали, что там будет праздник, мы просто заехали в музей, не в музей, как в этот замок, и попали на этот праздник. Это была наша поездка в Люксембург, Триер, Дюссельдорф. Вот эти видео уже есть на канале все, а это уже мы возвращались домой, и по дороге мы заехали в замок Орст. Как я уже сказала, это городок Гельзенкирхен в федеральной земле Северная Рейн-Вестфалия. На момент строительства в XVI веке это был самый крупный из замков, построенных в стиле Ренессанса севернее Альпийских гор, как утверждает Википедия. Мы с вами заходим внутрь, в этот дворик. Этот двор укрыт стеклянным куполом, стеклянной крышей. И мы сейчас зайдем внутрь и полюбуемся, походим по музею. Сейчас мы... Так интересно было, когда мы не знали тоже, как он выглядит, где он находится. Мы приехали посмотреть. И вот тут такая, еще снимать тоже неудобно, очень много народу. Вообще, первое упоминание о родовом замке семейства Орст датируется 1282 годом. В то время замок состоял из окруженных рвом и палисадом основного здания, 8-угольной башни и 2 деревянных хозяйственных построек. Но этот замок был уничтожен пожаром в конце XIII века. В дальнейшем на этом месте сооружается жилая башня, окруженная крепостной стеной. На протяжении XIV-XV веков в пределах крепостных стен появляется еще ряд кирпичных сооружений, о чем свидетельствуют результаты археологических раскопок. Но очередной пожар уничтожает замок в 1554 году, и уже в 1559 году тогдашний владелец замка Рутгер фон Орст нанимает архитектора Йоханнесена для строительства нового замка в стиле модного в то время нидерландского маньеризма с 2 крыльями. Позже под руководством уже другого архитектора к замку представят еще 2 крыла и 1 башня. Строительные работы были завершены в 1578 году. Но Рутгер фон Орст не успевает там толком пожить, потому что уже через 3 года он умирает. Путем дальнейших наследований и продаж замок попадает в руки к барону Фердинанду фон Фюрстенбергу. Но тот никогда не использовал замок Орст для постоянного места жительства, предпочитая ему другие семейные замки. И не будучи жилым, замок ветшал и разрушался. Как вот видите, это тут штанный зам написано было. Это здесь находится дворец бракосочетания, зал бракосочетаний. То есть районный ЗАГС. Здесь как раз заключаются свадьбы, проходят, заключаются браки. Мы с вами идем дальше. И так как я сказала, замок был нежилым, получается, постепенно разрушался и ветшал. И ко второй половине 19 века от замка осталось только северо-западное крыло. Но семейство Фюрстенбергов сохранило отдельные элементы декора, некогда украшающие роскошный замок. Несколько каминов и элементов декора были перевезены в другие замки. В 20 веке в остатках замка располагалось кулинарное заведение. В 70-е годы в нем открыли дискотеку. Все это способствовало еще большему разрушению замка.
Несмотря на то, что в первой половине 60-х годов был проведен ряд ремонтно-восстановительных работ, а в 1985 году было создано Общество защиты замка Ост. И по его настоянию в 1988 году замок был выкуплен в муниципальную собственность города Гельзенкирхен. В 1992 году был объявлен конкурс на лучший проект восстановления замка, и реконструкция замка была осуществлена в 1995-1999 годах. Были полностью отстроены северная башня и северо-восточное крыло, при этом были максимально сохранены все уцелевшие элементы декора замка, была проведена консервация фундаментов, не сохранившихся башен и крыльев замка. Внутренний двор замка был укрыт стеклянным куполом. И сегодня этот замок Хорст – это культурный и гражданский центр города Гельзенкирхен. В двух отреставрированных исторических залах размещается городской зал бракосочетаний, как я уже говорила. В замке создан небольшой музей, побывав в котором можно оценить красоту и богатство бывших украшений с фасадов и внутренней отделки. А в подвальном этаже замка открыт ресторан. Вот здесь вы видите макет замка, как он выглядел когда-то. И сейчас мы с вами погуляем по музею. И потом еще выйдем во двор, наружный дворик, где там был раньше хозяйственный двор. Там тоже кое-что интересное посмотрим. Давайте смотреть. В замке было 8 богато декорированных камина, 4 из которых были перенесены в другие замки.
Also er hat eigentlich noch viel vor sich. Hat noch viel vor. Aber hier würden wir uns wahrscheinlich bei diesen Menschen wiederfinden. Die haben die besondere Eigenschaft, dass sie ihren Kopf fast ganz drumherum drehen können. So, komm an, wir gehen mal Richtung Schloss. Aber es gibt tatsächlich Leute, die das machen, die zusammen mit Greifvögeln und Mardern oder Frettchen jagen. Einer macht die Kaninchen raus, das ist er dann und fängt die schon in die Mitte. Die können Sag mal, was? Zumindest die echten Adler von allen unterscheiden können. Also es gibt einmal die echten Adler und dann gibt es auch diverse Sorten, die Adler im Namen haben, die aber eigentlich biologisch gesehen keine echten Adler sind. Das hat aber also bei ihm die Schneidkante vom Oberkiefer gehen gerade nach vorne und dann in die Spitze. Bei den Falken, die Schneidkante geht gerade, hat dann einen Zacken und geht dann А в старых хозяйственных постройках замка расположена небольшая старенькая типография. Мне, как бывшему полиграфисту, это особенно интересно посмотреть на старинные книги, старинные станки. Некоторые не совсем старинные, но это мне все интересно. Это я проходила. Там даже запах такой знакомый, родной типографский запах. Но мне тут все знакомо и понятно. А вы посмотрите, поинтересуйтесь тоже, что тут есть.
eigentlich mehr oder weniger die Leute, die es rangebracht haben, die es erfunden haben, die es rangebracht haben, die Technik. So unerreicht, der Heilige Geist. Da gab es halt auch noch andere Maschinen von oder so, die waren aber alle nie so gut. Waren halt alles immer nur Nachbildungen. Okay. Ja, das ist ein Original Gelsenkirchner hier. Der hat in Ruhr in der Berufsschule gestanden, da wurden Generationen von Druckern dran ausgebildet. Der wurde da abgebaut. Und hier ist dann, ja, zwischendurch stand er noch ein paar Jahre in einer anderen Druckerei. Aber ungenutzt, ne? Nee, die Maschinen, die werden heute noch benutzt in den Druckereien. Nicht zum Drucken, sondern aber für manche Sachen, die so, da braucht man einfach solche Maschinen für so Klappkarten, für eine Notlinie oder eine Rilllinie, so Perforation, Registerstand. So. Das gibt es da nicht mehr, das nennt sich ja. Schon lange ausgestorben. Also Mediengestalter, das ist ja, den guten На этом наша поездка в Люксембург, Триер, Дюссельдорф, Эссен, Олст заканчивается. Это было последнее видео из этой поездки. Так что я с вами прощаюсь. Всем здоровья, мира и добра. Но были и другие поездки, так что я с вами ненадолго прощаюсь. Скоро с вами увидимся у меня на канале. Пока-пока.